Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Я в полной экипировке. Здесь у меня тоже в руках все как надо. Я решила попробовать снять видео на природе. Не знаю, чем увенчается это мое желание. Совсем скоро мы с вами узнаем. А я сейчас в поисках какого-нибудь красивого, уединенного места. Иду, прохаживаюсь. Нашла я себе местечко среди берез, сижу среди зелени, птички поют. Микрофона у меня нового нет, а старый к этому телефону не подходит, поэтому надеюсь, что все будет хорошо слышно. Я вам хочу рассказать о том, как прошла моя неделя. Неделя у меня была очень сложная в плане работы. И у меня был один единственный выходной, поэтому вчера я не стала снимать видео, а решила именно в этот выходной постараться довязать хотя бы одно изделие. Честно скажу, что думала все-таки, что ужмусь и смогу оба завершить, потому что действительно мне уже они поднадоели, мне хочется новых процессов. Но нет, не смогла, потому что второй процесс требует тщательной съемки. А времени на съемку у меня не было от слова совсем. 2 дня за эту неделю были вообще не вязальные. Но одно у меня готовое изделие есть. Я связала джемпер. Он у меня еще во влажном состоянии. Давайте сначала начну с пряжи. Это пряжа нашего отечественного производителя Хэмпас. Здесь 45% лен, 45% хлопок и 10% вискоза. 250 метров в 100 граммах. Цвет белый, но он не кипельно-белый, а как некоторые говорят, цвет сахара, даже чуть светлее. Вот если на мне вот эта вот кофточка, она кипельно-белая, то вот этот, видите, цвет, да, он не кипельно-белый. Джемпер у меня во влажном состоянии. Я надеюсь, что совсем скоро я вам покажу его. Вот мой джемпер готов. Давайте вот так приложу. Вот с длинным рукавом. Красивый ажурный джемпер. Конечно, нужно его смотреть на мне, как он выглядит именно на человеке. Вот так выглядит узор. И я посвятила именно этому джемперу все свое время. Конечно, влажное еще, но за сегодня высохнет, и я постараюсь. Но сначала, запущу шотс, и вы увидите, как это изделие смотрится на мне. Я сама еще даже и не знаю, как это будет выглядеть, потому что свои изделия в процессе вязания я не примеряю. Я знаю, сколько мне набрать. Как-то я уже приноровилась, и я уже знаю это все. Так что вот одно плечевое изделие у меня готово. Мне очень давно хотелось легкий белый джемпер. У меня есть белый джемпер, который я вязала в прошлом году на Балтике, но он не для такого, скажем, повседневного ношения. И я его вязала специально такой, знаете, в расслабленном стиле. Мне и хотелось узор попробовать. А вот к этому джемперу я отнеслась, так скажем, более серьезно. Мне хотелось, чтобы он был такой, знаете, и красивый узор, и чтобы он красиво смотрелся. Я очень надеюсь, что я со своей задачей справилась. Но совсем скоро увидим, как у меня это все, моя затея, как удалась. Пока я вязала это изделие, у меня было много вариантов, как мне назвать это изделие. И я думала сначала, у меня уже есть белоснежный джемпер. Потом я думаю, как еще можно назвать. И вот какие-то у меня крутились фразы, пока я не увидела, выходя из дома, цветущий куст жасмина. И эти белые цветы красивые как раз очень
напоминают вот этот белый цвет. И поэтому этот джемпер я назову Жасмин. Джемпер Жасмин. На это изделие у меня выйдет отдельное видео. Я вам сниму мастер-класс, потому что на узор. Здесь есть нюансы вязания этого узора. Я говорила о том, что он не является простым. Здесь идет вязание по лицевой стороне и по изнаночной, но узор очень красивый. Очень красивый, и я думаю, что многих он заинтересует. А само вязание модели я уже буду рассказывать и схематично показывать, потому что принцип вязания здесь похож на мои, да, джемперы, которые, например, вот предыдущий был пузыри. Пузыри, Марго я его назвала. Надо было называть пузыри действительно, потому что узор очень напоминает мыльные пузыри. Поэтому ожидайте. Следующая вот эта неделя, я ведь снимаю в понедельник, и эта неделя она будет с 3 выходными. Я очень надеюсь, что она будет более свободной, у меня будет больше свободного времени. Что еще? Что я хотела еще связать? Я хотела, чтобы была готова моя рубашка абрикосового цвета. Здесь осталось, вы знаете, вот начать и закончить, как у меня муж очень часто говорит. Да, осталось-то начать и закончить. Действительно. Но мне совсем почти готово. Вот смотрите, да. Вот уже рукав один я вточала. Остался второй рукав. Я его начала вязать. Второй рукав. Вот у меня начало второго рукава. Что мне нужно? Мне нужно снимать видео, как вывязывается рукав, вточной рукав крючком, как я вывязываю проймы, здесь окат, как я делаю. Вот это мне нужно сделать. И останется обработка изделий. Честно, еще пока не решила, будет у меня здесь воротничок. Вот пока еще не решила, будет воротничок или не будет. Но застежек здесь я не планирую никаких. Вот. Рукав, видите, вот такой. Как у футболок чаще, да, не до локтя, выше. На стадии завершения осталось совсем ничего. Ну вот, единственное, что это его величество, время которого катастрофически не хватает. Но я вот сейчас это видео сниму, смонтирую и буду как раз снимать на камеру мастер-класс по вязанию этого рукава, потому что я знаю, многие ждут эту рубашку, и надо мне ее, конечно же, быстрее действительно довязать, пока у нас жаркая погода и будет возможность сделать красивую фотосессию на улице. Поэтому я буду, конечно же, спешить и торопиться. Что еще было интересного в моей этой вязальной неделе? Вот кто с чем ходит, да? Кто с корзинками, чтобы ягоды и грибы собирать, а кто-то с сумками и с пряжей. Я заказала себе пряжу. Я увидела в одном из своих магазинов, в которых я часто заказываю. Меня спрашивают, где вы, Татьяна, заказываете пряжу? У меня есть несколько магазинов, где я заказываю пряжу. Самый большой, самый такой, да, магазин, о котором я часто говорю, это 100 нитки. И есть еще небольшие магазины, где я также приобретаю пряжу, в том числе и у Оксаны я покупала, у своей вязальной подружки в ее магазине «Территория вязания». И есть несколько магазинов, которые располагаются, так, группы в Телеграме у них. Я просто давно уже была подписана, и естественно, что я просматриваю, что появляется. И вот есть такие магазины, которые последние бобинки, они скидывают цену, да, на оставшиеся бобинки. Вот я и приобрела 2. Я
Иногда сама себе говорю: все, тебе ничего не надо, и не смотри. А иногда я не могу пройти мимо, особенно если речь идет о шелке. Я взяла 2 бобины с шелком. Первая вот такой цвет красивый, розово-сиреневый цвет. Это буретный шелк от очень хорошей фабрики Filati Burati. Сета бурет, 100% буретный шелк, в 100 граммах 400 метров. Я взяла эту пряжу для того, чтобы связать себе еще один джемпер на теплую осень, на теплую весну. У меня есть джемпер Лейла. Я очень люблю этот джемпер. С большим удовольствием его надеваю и хочу связать что-то еще. Вот и заказала себе. У меня здесь, по-моему, 400 граммов даже. Нет, 300 граммов. Но мне вполне хватит, я потому что уже знаю. Может быть, я сюда что-то добавлю, типа пайеток, пока еще не знаю. Ниточка здесь. Вот здесь вот, кстати, в этом буретном шелке видно вот эти вот шевелюшки. Я не знаю, как там будет в процессе вязания. Их немного, но они есть. Ниточка. Это первая. А вторая я вообще не смогла остаться равнодушной именно вот из-за этой пряжи. Это 100% шелк Mulberry. Артикул Yarn Medaya Filati Bella. 320 метров в 100 граммах. Здесь очень интересная шнурковая пряжа. Она шнурковая. Она здесь, посмотрите, такая цепочка. Видите? В виде цепочки. Цвет бежевый, такой натуральный бежевый цвет. Тоже 300 граммов я взяла. Мне очень нравится шелк Mulberry за его свойства, за его дорогой богатый вид изделий. А здесь я вязала из шнурковой пряжи. А здесь в виде цепочки, она, видите, не распускается. Шнурок-то он может распуститься. Поэтому я обязательно еще какую-нибудь блузочку нарядную себе свяжу из такой пряжи. Какие еще у меня были приобретения? Собственно говоря, вот то приобретение, на котором я сижу перед вами. Еще в прошлом году мне хотелось купить себе походные вот такие складные стульчики, чтобы брать можно было с собой. Когда я нашла вот это место для прогулок, гуляя, исследуя здесь местность, я поняла, что здесь можно будет где-то уединиться, чтобы снимать видео. А на чем сидеть? На пледе не всегда удобно, и он тяжелый его с собой носить, учитывая, сколько с собой нужно нести. А этот стульчик складывается, убирается в чехол, и весит он меньше 2 килограммов. Очень удобно. Повесил на плечо и пошел. Я так думаю, что следующим приобретением все-таки будет микрофон. Раз такое появилось желание снимать на лоне природы, и чтобы звук был качественный, все-таки, да, нужно будет и микрофончик тоже прикупить. Ну ладно, это так, отступление лирическое. Этот стул выдерживает до 120 килограммов. 2,5 меня можно усадить. Здорово. Мне очень нравится. Удобно, причем удобный стул. И вот так сидеть, откинувшись, и просто. А потом, да, гуляя даже в парке, очень удобно. Да, тоже взял с собой, присел у берега реки или где-то в лесу, чтобы просто, да, отдохнуть. Поэтому я очень довольна. Ветер поднялся. Таким своим приобретением. Ой, наверное, принесет нам дождь. Нам обещают завтра грозу, но все равно пока будет жаркая погода стоять. Июнь набирает свой ход и уже двигается к 10 числу, а там, где 10 число, там и середина месяца. А у меня есть определенные планы, ведь впереди долгожданный отпуск, и есть то, что мне необходимо связать к отпуску. Я планирую снять такое видео, что я хочу связать себе в отпуск. У меня есть ряд планов. Вы знаете, я люблю новые вещи,
И каждый год, каждый сезон мне нравится обновлять свой гардероб. Но об этом, обо всем я вам расскажу совсем скоро в своих новых видео. Я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока. Ну что, съемка удалась, я надеюсь. И вот я иду, а здесь, посмотрите, такие полевые цветочки. Очень красивого цвета. Я знаю, что когда их трогаешь, очень сладкий, липкий стебелек. И их так много, много-много. И они среди зелени дают такой красивый цвет. Берез, здесь еще молодые сосенки. Их много. Такие хорошенькие. Вот обновляются. Видно, ой, светлой зелени. Это обновляются, веточки растут. Такие хорошенькие. Их так много здесь насеялось.